Здравствуйте все на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Сегодняшняя тема – утилизация узких полосок ткани. Их, как правило, собирается немало. Мне нужны полоски длиной не менее 40 сантиметров. Ширина полосок у меня тоже разная, от 2,5 сантиметров и до 4 сантиметров. Понадобится основа, на которую буду нашивать полоски. Для этих целей я всегда беру какую-то ненужную ткань. В моем случае размер основы 42 сантиметра на 16. Взяла с запасом, с учетом того, что при нашивании полосок основа немного уменьшится. Шить начинаю с одного края, накладываю крайнюю полоску, на нее лицом к лицу накладываю следующую полоску, и я обязательно фиксирую булавочками. Можно этого и не делать, но тогда в процессе шитья придется постоянно подправлять края. Я предпочитаю скалывать. Так вот, пришила первые две полоски, отвернула, заутюжила, и следующую полоску я накладываю лицом к лицу на предыдущую, также скалываю и под машинку. В результате у меня получилась вот такая заготовка. Я в интернете увидела интересную салфетку, то ли ланчмат, то ли салфетка. Мне понравилась форма. Сшита она была из цельных лоскутов. Я решила сшить из полосок и путем несложных расчетов сделала вот такую выкройку. Это вот такая трапеция в основании 16 сантиметров, у вершины 8 сантиметров. На заготовке из полосок я очертила вот этот шаблон таким образом. Ну вот, из полосатой заготовки я вырезала 3 вот такие детали и 3 детали из цельного лоскута. Но так как вот эта ткань отличается по толщине, поэтому вот эти детали я их продублирую. Можно наклеить на дублерин, только он у меня не очень толстый. Я взяла вот такую плотную льняную ткань и наклеила на полоски из паутинки. Получилась плотненькая деталь. А дальше я соединяю эти трапеции между собой таким образом. Вот так. А следующее в середине будет у меня светлая трапеция. Вот так. Так, ну вот, соединила я трапеции, швы разутюжила, и теперь вот так, наложив лицом к лицу обе детали, соединю их по длинным сторонам. Все детали сшиты. Снизу я подложила ткань, тонкий слой синтепона. И сейчас я это буду стягать. Я скалываю, и первое, что я сделаю, я проложу строчки по линиям шва. Тем самым я закреплю все 3 слоя, уберу лишние булавки и продолжу стежку. На цветных участках, там где полоски, стягала по линиям шва. На светлых участках так называемые мозги. И вот белыми нитками на белом фоне очень плохо видны строчки. Вот с изнаночной стороны это лучше видно. На этой салфетке я сделала окантовку светлой. С обратной стороны пришила вручную потайными стежками, как я люблю. А вот вторая салфетка такая же,
но я ее окантовала зеленой тканью, и, на мой взгляд, это получилось удачнее. Девочки, а как вам кажется, с какой окантовкой салфетка удачнее? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Подобрала специально новогодние расцветки ткани, так как впереди зимние праздники. И это еще один вариант новогодних подарков. Поставьте лайки, если, конечно, вам салфетки понравились. Если не подписаны, подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. А я с вами на этом прощаюсь. До скорой встречи.